Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Здороваться с вами буду два раза. Разумеется, я топлю его уже после того, как я благополучным образом провел все тесты. Но напоминаю, что я гонял с ним в аквапарке и уже снимал по полной программе везде. На лайв-канале можете посмотреть. Вот сейчас я благополучным образом... Насколько эффективно это, эффектно и все остальное решать вам, насколько вам это необходимо решать вам. Сертификация стоит денег, возможность съемки под водой в наличии. Смарт даже после аквапарка у меня не погиб. И хочу отметить, сенсор чуть-чуть работает даже под водой. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Pixel 8 Pro. И это не самая ожидаемая новинка 2023 года, просто это один из самых выгодных для продажи смартфонов. Поэтому вам о нем рассказывают спойлеры из каждого утюга и рассказывают про серые магазины, которые его возят. Да, вот так я начал не с того, что он выбивает 1 миллион 100 тысяч баллов в Antutu, не с того, что у него наконец-то 12 гигабайт внутренней оперативной памяти, и даже не с того, что у него IP68. В начале ролика вы и так прекрасно видели это. Я могу сказать только одно: он нереально красивый, потому что все остальное будет слегка приукрашиванием. Все эти фишки с ластиком существуют много лет. Все эти темы с супер ярким экраном, как у айфона, даже чуть-чуть ярче, к сожалению, разбиваются об особенности его использования. То есть он очень быстро его сбрасывает. На лайв-канале у меня уже есть тест в играх. Обзор одним кадром, где я 20 минут ходил и рассказывал об этом смартфоне. И еще и тест в аквапарке. Смартфон мне и правда очень понравился, притом именно в этом цвете. Но все, что бы вы здесь не видели, работает прямым текстом через пень-колоду. И это факт. Хотя, возможно, через несколько месяцев все будет по-другому. Расскажу подробно, сравню подробно с iPhone 15 Pro Max по съемке. Хотя, если честно, это вообще не конкурент. Смотрим. Распаковка. На упаковке есть изображение устройства и название модели. Упаковка стандартная для Гугла. В комплекте мы имеем кабель с Type-C на Type-C длиной в 1 метр версии 2.0. В принципе, как и все сэкономили. Сам смартфон, переходник, краткое руководство и ключ для извлечения слота под одну нано-сим-карту. Габариты 162 на 76 на 9 мм, а весит он 213 граммов. Напоминаю, что на канале постоянный розыгрыш 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно 30 числа. Обзоры на канале ежедневно. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. И не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Google Pixel 8 Pro можно приобрести в черной, фарфоровой и голубой расцветке. По дизайну нововведений нет, но мне очень нравится внешний вид данной модели. Тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass Victus второй версии, а рамки из алюминия. Грани закругленные, эргономика смартфона хорошая. Лежит Pixel 8 Pro в руке комфортно и пользоваться одной рукой можно, но не так удобно, как у младшей модели Pixel 8. Обзор уже на канале. Официальный класс водонепроницаемости IP68. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2, 3 микрофона с шумоподавлением, 2 основных динамика и 1 разговорный. Качество звучания хорошее, но это у нас полуторка, притом довольно убого, что в таком дорогом смартфоне один динамик намного громче, чем другой. Я вам скажу, перекос просто космический. Есть поддержка пространственного звука, но кастомного эквалайзера здесь нет. Так что смарт громкий, но почти моно. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, но слабый. Мини-джек, как и К-порт, отсутствует, но есть датчик температуры для определения температуры различных объектов, который на данный момент не сертифицирован в Европе и показывает, по моим тестам, абсолютно необъективные результаты. Так что смысл про него вспоминать пока отсутствует. Летим дальше. Смартфон оснащен Super Actua LTPO OLED дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2992 на 1344 пикселя и плавной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. Соотношение сторон 20 к 9, экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, контрастность 1 миллион к 1, имеется поддержка 24-битной глубины цвета для 16 миллионов цветов, поддержка технологии HDR, экран прямой,
рамки не громадные и симметричные, в отличие от Pixel 8, у которого есть подбородок. Плотность пикселей 489 ppi. Что касается яркости, то в режиме HDR яркость до 1600 нит и пиковая яркость 2400 нит. При измерении яркости экран выдает 1500 люксов, но это круто. Правда, исчезает довольно яркость быстро, намного быстрее, чем у яблока. Автояркость работает корректно, тест на частоту дискретизации касания показал средний результат, мультитач имеется, и экран неплохо откликается на 10 касаний. По поводу тача я вам скажу, иногда он нравится, иногда нет. Довольно странная олеофобка, она слегка скользкая, не знаю, как объяснить, но если у вас есть возможность это дело потрогать в магазине, обязательно потрогайте, не факт, что вам зайдет. Показатели шима, мягко сказано, далеки от идеала, выше, чем за 100 он переваливает, все результаты видите, и если вам не жалко глаз или вы верите в то, что шим абсолютно безвреден, хорошо. Полноценный Always On дисплей в наличии, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под дисплей, распознавания лиц и стандартными способами для разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, можно завести до 4 пальцев, но, правда, один и тот же отпечаток пальца можно завести, это раз, а два срабатывает, пусть он и практически всегда, но не всегда быстро. Распознавание лица срабатывает даже под углом, внести биометрические данные можно только одного лица. При том, что распознавание лица срабатывает и в банковских приложениях, здесь третья категория безопасности для этого дела, но в отличие от яблока, расстояние между лицом и смартфоном должно быть минимальным. То есть на приборную панель в автомобиле повесите и разблокировать будет уже сложно, нужно будет лицо к нему подводить. Летим дальше. Процессор установлен Google Tensor G3 с техпроцессом 4 нанометра с 9 ядрами, максимальная частота которого 3 ГГц. Также установлен сопроцессор безопасности Titan M2, графический процессор ARM Mali G715 MP7, операционная система Android 14 версии, и напоминаю, что поддержки будет еще 7 лет. То есть, по идее, 21 версия Android тоже прилетит. Система работает некорректно, встречается много проблем в работе экрана, самого ПО, в стоковой камере, все в личную телегу я скидывал. Мне, как говорится, хватило. От третьего эшелона ожидал, от пикселя нет. Также множество функций просто недоступны для использования на данный момент, а те, что доступны, по большому счету, это все старое, но даже не позабытое, а просто по-другому в маркетинге обыгранное. Оперативная память LPDDR5X только на 12 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128, 256, 512 гигабайт и 1 терабайт. Правда, в 1 терабайте не все цвета. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 версии, он здесь, кстати, к слову, работает просто великолепно, так же, как великолепно смарт работает с Телеграммом. Лучше смартфона по работе с Телеграммом я не встречал. Есть поддержка eSIM, 5G сетей, для 4G сети есть 7 и 20 бенд, в продаже есть стандартно две модели, одна из которых поддерживает Wave. Связь ловит смартфон отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны не подводили, как и датчик приближения. Bluetooth версии 5.3 с двумя антеннами, NFC на борту, но MirPay на данный момент не установить, кто-то через костыли как-то устанавливал. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo и QZSS. GPS-тест показывает точность в 2 метра. В PC-марке смартфон выдал 7 часов 49 минут. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Work Performance он выбил очень скромные 11 882 балла. Смартфон поддерживает быструю зарядку на скромные 30 Вт, а также быструю беспроводную зарядку стандарта Qi. Заряжается он от 0 до 50% у меня за 27 минут, а вот от 0 до 100 за час 26, хотя у кого-то он за час 10 заряжается по отзывам. MHL подключение смартфон не поддерживает. При просмотре видео на YouTube за 1 час уходит 11% заряда. Притом отмечу, что в Pixel 8 при тех же условиях на максимальной яркости герцовки уходит 22%. Может быть дело в экране, может быть дело в том, что у них ПО лучше оптимизировано под 8 Pro, я не знаю. С одновременным стримингом на Твиче уходит в час 29%. Яркость смартфон сбрасывает, нагревается до 41 градуса. FPS в игре не держит, притом FPS падает до 43 FPS. Есть обрывы, есть лаги. Играть некомфортно. И яркость он сбрасывает до уровня ниже, чем Poco F5 Pro. То есть я играл при яркости в 500 люксов. И я вам скажу, что это беда. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест на 120 минутах проходит плохо. 215 гипсов минимально, максимально 384 и в среднем 252 гипса на 100 потоках. Тротлинг-тест 72 минуты. 288 гипсов минимально, максимально 392 и в среднем 315 гипсов. Как мне скажут, хорошо, что он рандомно показывает результаты. Нет, это нехорошо, и на работе это очень сильно сказывается. Сколько он выбивает в Geekbench, вы видите, притом это тоже рандомно, иногда больше, иногда меньше. Сколько выбивает в 3D Mark и все остальное, в принципе, отражает действительность. То есть стабильность процессора минимальная. В Antutu он выбил у меня 1 миллион 80 000 баллов, это неплохо, а вот в Storage тесте абсолютно ожидаемый, по-другому не сказать, убогий
убогие 62 тысячи, и на работу это тоже влияет. Стресс-тест прошел он стандартно, результаты вы можете наблюдать на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров, двойной LED-вспышки и направленного микрофона. Основной широкоугольный сенсор Octa PD на 50 мегапикселей с апертурой 1.68, углом обзора 82 градуса, сверхширик. Quad PD на 48 мегапикселей с углом обзора в 125,5 градуса, апертура 1.95 и автофокусировкой. Телеобъектив Quad PD на 48 мегапикселей с апертурой 2.8, углом обзора в 21,8 градуса. Пятикратный оптический зум. Имеется оптическая электронная стабилизация, датчик LDAF, лазерная автофокусировка, спектральный датчик и датчик мерцания. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS. Фронтальный сенсор на 10,5 мегапикселей, апертурой 2.2 и углом обзора в 95 градусов находится в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS, никаких 8К, как у других Android-флагманов, здесь нет. В стоке имеются различные режимы для фото и видеосъемки по поводу того, для чего вам 8К, чтобы кроп делать. Плюс здесь есть портретный режим, кинематографическое размытие трехлетней давности в 1080p, которое работает из рук вон плохо и только на основном модуле, на фронталке его нет. Ультра HDR режим, панорама, астрофотография и не только. Также можно воспользоваться удобным стоковым редактором для фото и видеоматериала. Короткие примеры вы сейчас увидите. Ну что же, 4К 60 FPS, съемка с двух рук, торговый центр. И вот так вы сможете примерно снимать с двух рук при достаточном, в принципе, освещении с этих двух смартфонов. Повторяюсь, что по моим ощущениям яблоко красит все меньше. По ощущениям большинства, как они мне правильно говорят, ну я не хочу, я хочу крашеную картинку. Просто сегодня она покрашена вам так, как вам нравится, а завтра, когда вы подготовите какой-то объект к съемке, либо он вам будет нравиться, потом вы будете пересматривать, вы будете думать, что за лабутень. Вот. Покрасить можно уже самому потом. Но, опять же, это я не топлю, не пытаюсь убедить в том, что какая-то вещь лучше, какая-то вещь хуже. Решать, как всегда, вам, и мое дело это показать вам, что не так. А по поводу цветов я акцентирую внимание просто по той причине, что вы не можете понимать, что с цветами не так, потому что вы этих цветов не видите. Я сейчас эти цвета вижу, поэтому я могу вам сказать, что яблоко передает цвета лучше. Это я уже смотрел на, получается, больших откалиброванных, которые не обязательно калибровать экранов, то, что уже было записано. И повторяю, что на лайв-канале уже есть ролик, посвященный смартфону под названием Pixel 8 Pro по катушке в аквапарке. На iPhone я также делал. Кстати, обратите внимание по поводу переключения модулей, где рваное, где нет. Я думаю, вы поняли. Давайте 0.5, X1, X2, X5. И да, этим отличаются флагманы от флагманов от пикселя. Как мне говорят, ну там же все так вот там все, где-то там все именно так, как вы говорите, но точно не в Pixel 8 Pro. По поводу чего? По поводу того, что вот как он может снимать. Днем снимает, повторяю, что все плюс-минус одинаково. И все. И 4К 60 FPS, оба смартфона. Вот так вы сможете снимать себя на фронталку в движении. Киноэффект 1080p у пикселя, притом на яблоке я могу это делать на фронталке, что я и делаю на пикселе. Я понятия не имею, что он там снимает. Но, во всяком случае, я попытался, и вы можете сравнить киноэффект. 4К 60 FPS, Pixel 8 Pro против iPhone 15 Pro Max. И я вам скажу, что на iPhone 15 Pro Max картинка намного натуральнее. Да, и свет здесь такой желтый, противный у песка сейчас. И ультраширик вот так. X1 ультраширик, шумы и X5. Вот в чем разница в X5. Но я вам скажу, что... Ну, вы сами все видите, что мне вам говорить. Это X1, пляж, шумы, хватит. И X5 еще раз. 4К 60 FPS, iPhone 15 Pro Max и Pixel 8 Pro, ультраширик. Пока съемка обычная, телевик. Телевик вы можете сравнить уже по качеству съемки. У меня есть ощущение, что 8 Pro рвет картинку прям люто,
когда я веду. И основной модуль. Вот смотрите, как работают переключения, чтобы вы понимали. И теперь пройдемся. Пройдемся мы без переключений, чтобы не расстраивать любителей, доказывать, что пиксель на $100 дешевле. Но, как говорится, что-то про камеру, что-то про просто чувство, про красоту. И вот так ультраширик, так телевик. Давайте-ка я на максимум сделаю иксы. X15 на айфоне, X20 на пикселе. Сейчас один и тот же объект попытаюсь найти. Какой-то странный X20. Вот X15 на пикселе, X15 на айфоне. И не совсем я понимаю, то снимаю или нет. Надо один и тот же объект выбрать. Вот один и тот же объект. Но пиксель может делать X20, а iPhone так делать не может. Давайте попробуем понять, насколько хорошо они снимают поближе объекта. Но я не скажу, что здесь яблоко выигрывает. Хотя тремор больше у пикселя. Ну да, какие-то участки лучше вытягивает яблоко, какие-то участки лучше получаются у пикселя. Но если вы обратите внимание, вот смотрите, второй этаж сверху, если считать, что внутри. Даже не знаю, что лучше. И тот, и другой неплохо. В пикселе чуть-чуть темнее картинка и чуть-чуть больше трясется. Ну что ж, займемся неблагодарным делом. Почему? Потому что, разумеется, два флагмана. Один в чем-то лучше, другой в чем-то хуже. Вот сейчас вы видите, как пиксель с апертурой 1.7 ISO 174 снимает в довольно неблагоприятных условиях по сравнению с великолепным 15 Pro Max, таким же великолепным ISO 200, апертура 1.8. И по детализации, если говорить, то плюс-минус по мне все-таки близко к одинаковому. Может быть, где-то чуть-чуть лучше пиксель, чуть-чуть. Может быть, где-то лучше яблоко. То есть я в основном вижу, что яблоко слегка лучше отработало. Но если посмотреть на ореолы, которые ловят смартфон вокруг лампочек, допустим, тех же, у яблока здесь все намного лучше. Посмотрите на флаг лучше. По большому счету, повторяю, что любую из представленных фотографий можно скачать у меня в личной телеге, там больше 500, и благополучным образом вы сможете оценить, насколько хороши фото на своих мониторах. Потому что то, что я вам сейчас здесь расскажу, покажу, допустим, вот здесь надпись хорошо прорисована, а вот здесь с цветами больше угадало яблоко. Во-первых, цветов вы не видите, во-вторых, все это довольно такое специфичное. Почему? Потому что если вы будете в ту же телегу скидывать, допустим, фотографии, вас интересует общее ощущение и впечатление от фото. А впечатление, если брать в миниатюре, по большому счету, плюс-минус ощущение одинаковое. Ну и повторяюсь, что самое важное, как работает с фотографией либо с видео смартфон ночью, потому что большинство из смартфонов хорошо работают днем и так, даже за $200. Апертура 1.8 ISO 640, это яблоко справа, слева у нас Pixel 8 Pro и ISO 394, апертура 1.7. Насколько хорошо они справились, вам, я думаю, в каком-то смысле виднее, чем мне. Но что здесь нечитабельно, что здесь нечитабельно, если по деталям, если по цветам. Повторяюсь, что с цветами по мне больше дружит яблоко, но здесь, допустим, мне кажется, паритет, одинаково они умудрились все это дело снять. Если говорить о зданиях, вот смотрите, у яблока видно, что здесь позади здания находится, у пикселя, нет, у пикселя видно, а у яблока как раз нет. Вот такие вот дела. И брать кусочки, чтобы оценить, ну, по углам ничего не замылено. Все фотографии волшебны, что у одного, что у второго смартфона. И для меня особая разница здесь в первую очередь это в съемке
в видео ночью, потому что видео ночью у Pixel FL, а ночное фото, в принципе, как и все фото, работает довольно неплохо. И вот еще небольшой пример, чтобы вы понимали, что iPhone тоже не идеален. У меня рука дернулась, или он сам так плохо отработал. Но вот ночь, апертура 2.8, 320 ISO, человек двигается, и человек, видите, в таком блере получился в движении. Очень даже некрасивая фотография. Хотя вроде бы камера создана для того, чтобы снял, достал из кармана и снял. Здесь апертура 2.8 и ISO 64 у пикселя. По факту, если здесь посмотреть по неоновой вывеске, либо это у меня рука так дрогнула, но, скорее всего, оно наложилось, что и рука чуть-чуть дрожала, и человек двигался. Не пытаюсь яблоко никаким образом оправдать. Здесь однозначный лидер пиксель, и, по большому счету, это безапелляционно. Самое, конечно, классное — это RAW формат, и если вы берете пиксель и фотографируется в этом формате, то потом можете рисовать, что хотите. То есть, и правда, смарт хорошо отрабатывает. У Яблока есть такая же функция, море обзоров на YouTube со сравнениями, что можно делать с исходниками тех или иных фотографий, но пиксель хорош. Чтобы вы понимали, что делают, допустим, фотографы, если фотографируют даже на фото, они загружают, допустим, в тот же Photoshop и уже подбирают все. То есть ты можешь делать с фотографией все. И чем больше информации, тем больше ты можешь с ней чего-то там придумать. Так вот, у пикселя все с этим делом великолепно. Информации очень много, но не всегда. Смотрите, вот здесь особенность в чем? Фокус пиксель не поймал, это раз. Два, это RAW формат. Три, особенность в том, что в данном режиме конкретно Pixel 8 Pro фотографирует нереально долго. То есть вам нужно ждать примерно там секунды 3-4, иногда даже дольше. Поэтому иногда будет фокус вот таким. А это ультраширик, притом никакого RAW формата, апертура 2.0, ISO 887. Если вы посмотрите, да, это абсолютно не натуральные цвета. Это такое ощущение, что вы просто уже фильтр накинули. Но с другой стороны, ультраширик, классная фотография, согласитесь, просто классная. Ты на нее смотришь и ощущаешь, что за тебя сделали что-то хорошее. Пусть цвета не натуральные, пусть что-то не так, но смотреть на нее приятно. И в социальной сети такое выкладывать, мне кажется, самое то. Посмотрите ореол вокруг меня, посмотрите блогеров, у которых до 10 тысяч просмотров на этот смартфон, либо где-то 15 тысяч, и вы увидите, что у них примерно такие же примеры съемки, не комплементарные, и они запихали их в ролик относительно других больших магазинов, точнее больших блогеров. Мне кажется, что здесь комментировать нечего. И это в 1080p. И фронталку он не может так снимать. И снова всем фудблогерам посвящается. Какие-то легкие фризы я вижу. 8 Pro, основной модуль. Прям сильные фризы. Ультраширик. 4К 60 FPS, 0.5, X1, Pixel 8 Pro. У меня такое смутное ощущение, что он почему-то снимает немного лучше, чем Pixel 8. Но мне кажется, что это заблуждение. Это X5, телевик, X1 и ультраширик. И немного фронтального модуля в 4К. Здесь шумы одни, но вполне возможно он обработает. Видео 1080p 60 FPS. Съемка с одной руки. Саврикап. И переходим на ультраширик. В движении все это дело. X1, X5. Нужно двигаться более плавно, да? X1. То есть основной модуль, в принципе, справляется очень даже хорошо. Ультраширик 4К 60 FPS, съемка с одной руки. Максимально все солнечно, съемка против солнца. Солнце теперь позади. И вот так, допустим, на телевик вы сможете снимать окружающую действительность. Очень так рвано. Понятно, что у меня X2 работает. Стабилизация странная, в общем. Ну ладно. Shuttle Bus Service 120 бат. 360 рублей. Эх, красота. И немного фронталки в адское пекло. Позади меня солнце. Впереди меня солнца нет. Вот так. Вот она, настоящая пенная вечеринка. 0.5. Телевик. И основной модуль. Сюда уже можно побежать.
Но туда я с смартфоном не полезу сначала. Может быть потом, точно не сейчас. Ну что, теперь пробуем его здесь. 4К 60 FPS, съемка с одной руки и съезд с, получается, трубы небольшой. Не кричи или кричи, отую. Там будет все почти безопасно, кроме как в конце. В конце будет страшно чуть-чуть. Вот сейчас будет вертикальная штука. И на счет 3. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так. И водичка. Есть. Вот так он сможет вас снимать, когда вы будете кататься на подобных штуках. И опять фудблогерам посвящается. Решите что-то там снимать. Этот смарт может вам помочь однозначно. Как говорится, в такие моменты хочется сказать, что абсолютно не важно, что это дело перекручивает цвета. Глазу приятно перекручивает. 4К 60 FPS. Вполне возможно, здесь будет не страшно, но мне что-то подсказывает, что возможно слегка будет страшно. Ого-го-го, хорошо. Хорошо так. Нет. Хорошо, хорошо. Вот сейчас ты почувствуешь. Дальше что? Нет, все в порядке. Понял, слегка. 4К 60 FPS. Вот сейчас держись хорошо. Вот сейчас держись. Сейчас все хорошо. Тут расширить. Здесь последнее место веселое. Основной модуль. Расширить. В принципе, такая вот детская сборка против солнца. Солнце бьет в глаза очень сильно, туда смотреть невозможно. И основной модуль. И ультраширик. Ну что же, 4К 60 FPS, дождь, и сейчас мы будем проверять, насколько хорошо можно снимать под дождем на байке на этот смарт. Главное, есть, как говорится, ABS. Теплый дождь, хоть и приличный. 4К 60 FPS после часовой поездки на байке. Вот так вы будете выглядеть. Или как я, под дождем. Но смарт норм. Не погиб. И вот так фронталка вас будет снимать абсолютно мокрого под дождем. Сейчас кое-какое на освещение. Надеюсь, что вы картинку будете видеть не ту, которую я сейчас вижу. 4К 60 FPS, недостаток освещения. И вот так в зеркале сможете себя снимать, если захотите. Ну что, фудблогинг продолжается. Это 4К 60 FPS, это телевик и X2, это кроп, основа и ультраширик. И еще немного того, как будет выглядеть еда. Очень острая штука, хотя должна была быть не острая. Телевик. Надо смотреть на большом экране, я даже не хочу комментировать, потому что одно видишь так, а другое дело, когда уже потом выгружаешь. На пикселе все великолепно выглядит. Ну что же, стандартная съемка в движении 4К 60 FPS. Делаем день довольно комфортный свет. Почему? Потому что нет непрямых лучей, свет рассеянный, но не яркий. И по этой причине смарту вообще должно быть волшебно. Напоминаю, что мало кто использует подобное устройство такого вида съемки. Это с одной стороны вам так кажется, а как только приедете в отпуск, увидите, какое количество людей едет на байках позади, либо в такси и снимает достопримечательности движения, вы поймете, что не все покупают GoPro, хотя идеальный вариант именно GoPro. И на GoPro угол будет примерно вот такой. То есть сейчас я снимал на основной модуль, вот так нам хорошо. И в целом смарт снимает достойно. Сказать, что как-то отличающийся он покажет остальных не могу, потому что мы все понимаем, что ночью как он в сравнении с 12 максимум. Еле успел к закату, 4К 60 FPS.
в Pixel 8 Pro. И сейчас вы увидите, конечно же, разницу между айфоном. Докручивает все как будто сейчас светло, X5, ультраширик. Но по факту сейчас просто темень скоро будет. Так, и все, что касается фудблога, если кого-то бесит, вы мне напишите, я постараюсь меньше снимать этого дела. Ну а если все в порядке, напишите, продолжай снимать еду, потому что по мне тоже довольно специфическая штука, но по ощущениям всем нравится фотографировать, что они там придумали, что они приготовили, и уж тем более, как они все это дело подали, правильно? Продолжение темы с фудблогерством в 4К и 60 FPS. Наверное, из ролика создается впечатление, что я только что и делаю, ем. Но не только. Еще иногда снимаю, вы видите. И ультраширик. Зато это максимально, не знаю, реалистично. Ты пошел снимать шашлык. Правильно, шашлык я не знаю уже сколько не ел. Все ради пикселя 8 Pro. Все ради контента. Ради того, чтобы показать вам, какая здесь шикарная камера. Надеюсь, сравнение с айфоном вы же не смотрели, да? Минус: экран отдает слегка розовым оттенком, но это не критично, потому что по сравнению с Pixel 8, можно сказать, он идеален. Есть ограничения по использованию некоторых банков для использования бесконтактной оплаты с помощью NFC-модуля, то есть на данный момент MirPay вы просто не установите. Обещают через 2 недели, но из них 1,5 недели уже прошло. А со старта продаж прошло 3,5 недели, к слову. Нет мини-джека и К-порта, слот только под одну нано-сим-карту, плохая внутренняя память, плохая автономность ШИМУ экрана, медленная зарядка, глюки ПО, притом присущие только третьему эшелону, как я раньше думал. Смартфон перегревается, но не так сильно, как Pixel 8. ПО работает некорректно. И космическая цена, но она нивелируется тем, что, повторяюсь, когда вы приобретали данные смартфоны в Европе, вам еще давали в подарок за $400 часы, которые вы могли за 300 продать, и тут уже ценник становился более-менее лояльным. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ну и резюмировать я бы хотел довольно долго и мучительно. Первое, спасибо мне за то, что я это дело купил, не побоялся, и спасибо человеку, который сегодня у меня его заберет, не побоится, но он будет его тоже перепродавать. А если серьезно, смотрите, если вы оцените стоимость Pixel 8 или 8 Pro в Европе или США, какие плюшки с ним дают, то, что с ним там часы эти посылают и все остальное, вы скажете: Саня, ты передергиваешь, Саня, ты не объективен, потому что смартфон намного лучше своих денег. А в то же время я вам посоветую, зайдите на Авито, и уже вчера, когда я уже допиливал этот ролик, я зашел на Авито и увидел по 85 тысяч эти новые смартфоны. Переведите его в доллары, и да, даже перекупы, если не брали его в промышленных масштабах, поняли, что продавать это дело будет проблема. Ладно, сейчас от магазинов все это дело разослано и более-менее лояльно все рассказывается, но потом люди реально купят, и он не стоит своих денег. То есть снимает он хорошо, но не лучше, чем остальные. Экран у него хороший, но не лучше, чем у остальных. Автономность у него неплохая, но не лучше, чем у остальных. И флагманского в нем только цена. В принципе, то же самое я говорил о Xiaomi 13, потом они дропнули цену в 2 раза, и теперь это первое место моего топа до 50 тысяч рублей. Он стоит 50 с копейками в китайской версии. Что мне нравится в этом смартфоне? В первую очередь мне нравится его реклама. Если бы так не пиарили его старые фишки с ластиками и всем остальным, если бы не пытались идеализировать его камеру, которая абсолютно не идеальна, если бы не было этого хайпа, не было бы YouTube, принадлежащего Google, у меня бы первый мой ролик, который вышел на Pixel 8, и он уже был чуть ли не 30-м на YouTube, не набрал бы 30 тысяч просмотров. Кому нужен смартфон за $800 с такими характеристиками? Чтобы вам рассказывали про ИИ или про то, что его нужно погонять 3-5 месяцев, 10 дней, что он должен настроиться, адаптироваться и все остальное, я вас умоляю. Ради чего? Через 3 месяца вы можете купить этот смартфон, как мне правильно написали в комментариях, в 2 раза дешевле в тот момент, когда я его начну рекомендовать. Я не думаю, что он станет в 2 раза дешевле, но если говорить о смартфоне, давайте я
просто суммирую его недостатки. Он лучше, чем Pixel 8, и еще магический способ продать его вам, кстати, через картинку, это сказать, это лучший пиксель, который выходил, так же, как и лучший пиксель, который выходил 7, 6 относительно 5, 5 относительно 4, iPhone 15 относительно 14. Это идеальная маркетинговая уловка. Так вот, да, это лучший пиксель из тех, что выходил. Но на данный момент температуру он измеряет и звон рук плохо. Все эти фишки с ластиками и всем остальным работают, извините за грубость, только на взрослую аудиторию, которая не знает, как пользоваться программами, не знает, что эти программы существуют уже много лет, а если вы будете все это дело менять, на данный момент это выглядит убого. И ни один фотограф вам не скажет, и ни один человек, который работает в интернете больше, чем 2 пальцами на клавиатуре, не будет вам советовать использовать фишки Гугла по стиранию или еще чему-то. По поводу фоторедактора и всего остального, это есть в любом андроиде. Если говорить о таких особенностях данного аппарата, как неплохой микрофон. Микрофон классный. Цветокор, то есть цвет, который вы видите, пиксели все извращают. Насколько это будет корректно завтра, не знаю. Почему вы думаете, что картинка-то ничего? Потому что вам вложили со всех утюгов, начиная с 5 пикселя, что картинка ничего. И да, пожилые пиксели, 5, 4, они классно фотографировали относительно конкурентов. Это дело делает не лучше, чем остальные. Это дело стоит дороже, чем остальные. У этого дела, как и у часов от пикселя, просто безумно старое железо. Но это просто плевок в глаза покупателю за такие деньги. Ладно, они играются с этим процессором. Как мне говорят, ну потом допилят, а за счет чего? Ресурсов-то нету. То есть он быстрее работать не станет. Если говорить о сенсоре, он иногда работает хорошо, иногда плохо по поводу экрана. Если говорить про FPS, мы говорим о смартфоне за 1000 с лишним долларов, который не может 50 FPS держать в PUBG New State. Хорошо, он не про игры. Мы уже решили, что он не про съемку, потому что съемка все-таки это правильные цвета. Если вы мне скажете, а фишки появились, на основной камере появился абсолютно убогий, по-другому не сказать, киноэффект, который сравнивать с яблоком просто стыдно. То есть я даже не буду вставлять, как яблоко снимает. Первое, это уже обзоров на него более чем достаточно. Второе, это не идеал. Мы просто говорим сейчас о смартфонах на андроиде. Эти костыли с МИР-ПМ. 7 лет поддержки, вот с этим вы не проходите. Это прям железно. Только если он у вас будет 7-м телефоном лежать в сейфе для того, чтобы разблокировать ваши банковские приложения. И к слову, да, у меня есть смартфон специально для банковских приложений, которые я с собой не таскаю. Притом даже не один. С Face ID. Это дело можно использовать также. В целом, повторяюсь, смартфон безумно красивый, смартфон великолепный для перепродажи, потому что вы его, я уверен, если знаете, где закупаться, можете купить за копейки и продать за очень дорого. Но даже если вы продавец, загляните на Авито, по каким ценам его уже скидывают. Повторяюсь, вот эта модель сегодня была 85 тысяч рублей в запакованной упаковке у доверенного продавца. И таких моделей было много. Понятно, что их скупают, чтобы перепокупать доверчивым гражданам, которые посмотрели обзоры, подумали, что он примерно как iPhone, зато дешевле, и приобретут его. Не делайте эти нелогичные выводы. Почему? Потому что даже если отталкиваться от стоимости, даже сами люди, которые покупают пиксели, пишут: «Саня, не нервничай, я повторяюсь. Через полгода он будет стоить в 2 раза дешевле». То есть вы готовы покупать смарт, который будет в 2 раза дешевле через полгода, по мнению самих же пиксельводов и пиксельфанов. Это дело в 2 раза дешевле не будет. Да даже Oppo Find X6 Pro не будет в 2 раза дешевле. Даже Xiaomi 13 не будет в 2 раза дешевле. Вообще никто не будет в 2 раза дешевле, кроме Samsung на старте продаж. Там вопросов нет, когда они Samsung A54 продавали по 500 долларов, а теперь по 250. И поэтому, кстати, это первое место моего топа до 30 тысяч, потому что всегда до 26 ты можешь его где-то там найти. Притом новый у дома. Акции практически каждый день на него. Его также перекупы закупились просто в безумном количестве. Так что если вы сейчас смотрите этот ролик и у вас перед глазами ценник в районе 80 тысяч, когда курс за доллар где-то 100, вот такой смарт. Он вам понравится. Если вы еще фанат пикселя, который считает, что у него не лагает оболочка, обязательно зайдите в мой телеграм-канал, и вы увидите такие лаги, какие вы у третьего эшелона не всегда видите. Я все записываю, и в принципе я очень рад, что они воспроизводят эти смартфоны. Я могу делать обзоры вне зависимости от того, что я в этих обзорах говорю, какое качество этих обзоров, какие качества у этих смартфонов. YouTube его рекомендует, и свои десятки тысяч просмотров на этот девайс я получаю.
И, повторяюсь, я им за это безумно благодарен. За железку я быть благодарен не могу, потому что цена, учитывая его железо, полностью оторвана от реальности. Подытожить хочу, что рекомендую этот смартфон на 100%, не выше, чем за $800. Девайсу, повторяюсь, однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом, обзоры ежедневные. Добра и удачи вам, дорогие друзья.